Итак, дорогие друзья, всем привет! У нас аэропорт Домодедово, впереди первомайские праздники, целых 4 дня выходных, поэтому мы приняли решение снова куда-то полететь. В этот раз по России и летим в Калининград, но вы летите вместе с нами. А это видео будет посвящено, конечно же, аэропорту Домодедово и нашему перелету авиакомпании S7. Поехали! Аэропорт Домодедово. Сегодня у нас 30 апреля, и мы снова куда-то летим. Из двух колесиков. Да. Это от чемодана, это самый приятный, наверное, Момент. для тех, кто любит путешествовать. Да, впереди у нас 4 дня выходных официальных, первомайские праздники. Поэтому самое время куда-то смотаться, слетать, отдохнуть, посмотреть и зарядиться положительными эмоциями. Заходим. Идем на регистрацию. В этот раз у нас авиакомпания S7 и летим мы бизнес-классом. Чем мне нравится летать бизнес-классом, что у нас всегда есть фаст-трек. Хотя, конечно, во внутренних линиях и все-таки аэропорт Домодедово он не настолько перегружен людьми, но опять-таки, я не знаю, может быть, там на проход будет, конечно, больше людей, но фаст-трек – это классная вещь. Пару минут и все, мы прошли. За счет того, что у аэропорта Домодедово есть новый, скажем так, терминал для международных рейсов, то получается весь терминал, который раньше был определен на внутренний международный рейс, теперь отведен внутренним рейсом. У нас зона вылета С. Мы сейчас идем в бизнес-зал. Бизнес-зал «Радиус», да, по-моему, если я правильно поняла. Потому что в зоне С бизнес-зал «Радиус», в зоне Д бизнес-зал «Сфера». Это те, куда мы можем пойти по доступ on-pass. У кого Грей ключ, тоже есть система по бизнес-залам. Grey Wall, по-моему, называется она. У них есть свой бизнес-зал. Также есть свой бизнес-зал у S7, но он нам не очень нравится. Мы там были, когда летали в Сочи. В прошлом году тоже бизнес-классом. Честно скажем, нам не очень понравился бизнес-зал S7. Поэтому в этот раз мы решили сходить в бизнес-зал уже аэропорта Домодедово, куда не только рейсы S7 могут заходить, но и другие в том числе. Идем смотреть, что там. Вот такой вот аэропортик. Но он полупустой, потому что рейсов здесь не так много, а аэропорт стал очень-очень большой. Название какое? Курортный роман. Да. Офигенное название. Прям хочется приземлиться. В общем-то, вот они указатели. Бизнес-зал «Радиус», бизнес-зал S7 и бизнес-зал S7 «Комфорт». Мы можем пойти в любой из трех, но, еще раз повторюсь, S7-овский там не очень нравится. Там как-то и по еде, и, в общем, не производит он впечатление нормального бизнес-зала. Не хочу. Пойдем. Мы сейчас зайдем в «Радиус». Если нам там понравится, значит, просто останемся сразу в «Радиусе». Так, магазинчики. Рейс у нас в Калининград. Это здесь 9 утра. Нет, не это. Вот он. В 10:50. 12:13. Наш рейс. Коротко про воду. Вода 170 рублей здесь стоит. Это ужас. Да. Магазин «Медвежья лавка». Это, мне кажется, типа дичь. Дичь, шерсть. Шерсть. Зал «Комфорт» S7. Но он прям вообще простенький. Посидеть неплохо, но сам по себе он прям вообще простенький. Завтраки хомяков и да. Поэтому на втором этаже уже это зал «Комфорт» S7, на втором этаже зал «Бизнес» S7. И на втором, по-моему, этаже же зал «Радиус». Да. кофемания, понятно. Так, нам на второй этаж, пойдем поднимемся. Раньше эта зона, я вспоминаю, это была международные рейсы.
Вот, мы отсюда как раз вылетали международными рейсами. Вот насколько я помню. У меня такая вот флешбэк памяти. Вон находится бизнес-зал Seven, куда тоже можно зайти. И вот по прямой, по-моему, радиус где-то. Хотя я вот сейчас так иду, смотрю, и у меня ощущение, что все-таки либо здесь перестроили все, либо международное крыло было, может быть, крыло D. Потому что, ну, по магазинам здесь все иное. Возможно, именно C всегда было внутренним, а D было международным. А сейчас C и D стало внутренними. Как-то, потому что немножко вот, ну, магазины и все вот эти вот, они отличаются от того, что было в международных рейсах. Ну, в общем, как-то вот... Ну да. Мы немножко заплутали, нашли радиус. Получается, бизнес-зал радиус находится напротив бизнес-зала S7. Да, мы пошли дальше по крылу, а нам оказывается вот сюда. Вот. Сюда могут попасть бесплатно премиум клиенты авиакомпаний, летящие бизнес-классом, у кого наземное обслуживание включено в стоимость перелета бизнес-класса. Например, у Севена не во все тарифы бизнес-класса включено наземное обслуживание. А также по привилегии, например, OnPass. Мы заходим по OnPass. В бизнес-зал. Значит, что здесь можно по еде? Есть различного формата выпечка, есть йогурты, булочки, нарезки, оливки, маслинки. И даже есть персик в собственном соку. Каша рисовая с изюмом, каша овсяная на молоке. Здесь блинчики у нас. Не знаю, с чем они, может, с мясом, наверное. Панкейки. Здесь был омлет. Я спросила, чтобы еще раз положили. Сказали, что омлета больше не будет. Сосиски. Точнее, сосиски. И по алкоголю включен только пиво, а также безалкогольные напитки. Есть печеньки, есть сухой завтрак, какие-то конфетки. Алкоголь, стоимость. Хотя на сайте написано, что алкогольные напитки входят в стоимость, но почему-то они за денежку. Ну и различные соки. За путешествием. Ну, называется пиво, ну ладно, глоточек с видом на... Смотри, какие там самолеты, облака, красоте. Ну и мы летим отдыхать. За углом также есть кофемашина, где можно сделать себе капучино, латте. И также несколько видов чая, есть сливки. Есть варенька, есть мед, есть сахар. Так интересно наблюдать, как самолет готовят к полету. Вот сейчас он, наверное, прилетел, вон вещи погружаются. Клининговая компания, представители клининговой компании стоят, сейчас ждут. Сейчас самолетик подготовят для следующего полета. Вот так вот я никогда не наблюдала, как это все делается. А здесь прям все как на ладони. Ну и как всегда, мы обязательно в бизнес-зале снимаем санитарную комнату. Туалет здесь достаточно приличный, все очень чистенько. Вот. Все есть. Есть вон крем для рук, санитайзер. Вот. Ручки помыть. Здесь постоянно убираются. В общем-то, все здесь очень даже чистенько. И даже можно, в общем-то, сделать все гигиенические процедуры. Выползли из бизнес-зала, червячка заморили, и уже это хорошо. Сейчас буквально минут 10 и пойдем на посадку. Здесь есть игровая комната. Отойди, да, я сниму ее. А то это вперед камеры. Вот такая вот игровая комната. Не, ну здорово, что, в общем-то, есть, куда можно сходить, ну, как бы, куда могут детки прийти и хоть немножко поиграться, пока ждут посадки на рейс. Так, крошка, картошку мы уже показывали. Ну, дойдем туда, покажем, какие ресторанчики. Это мы, в общем-то, прошлись. Ну, парфюм, да, скидка. Минутка поржать. Парфюм, который здесь стоит. Мы спрашиваем у девушки, к примеру, сколько у вас здесь стоит амуаж? Ну, стандартные духи, в котором зачастую я просто знаю этот аромат хорошо, знаю его цену, я по нему хорошо ориентируюсь. Она типа 58 тысяч рублей. Я говорю,
Что-то у вас такая 2 раза. цена. Я говорю, в городе, в Москве, в магазине можно купить дешевле. В Домодедово здесь он около 40, В который... Duty Free в Домодедово. Duty Free, Мы вот вылетали да. в марте Emirates, здесь же. Он, получалось, там 35-40, вот так вот перевести между на... 33 и 40. Вот, я говорю, вот у вас в других местах не оригинал. Я говорю, у вас прям оригинал 100%, если вы так говорите. Сейчас. Есть. Кстати, вот эти вот сеток, очень многие любят вот эти вот, ну, как бальзамы для губ и так далее. Вот, я знаю, что очень многие ими пользуются. Да. Вот оно. Из 2 стоит 4 950. Вот. Наборы. Да, это 900 набор. 3500. Да, Гуччи 18200. Шанель, Мадемуазель, допустим, это у нас 50 миллилитров. 19 800. Какие-то блюда Шанель, допустим, 14 400. Вот. Ну да, 16 200. Чем можно. Отвлеклись. Вот. Я говорю, прям вот вы четко знаете, что везде продается палево, и даже в городе, в парфюмированных магазинах, а у вас прям 100% оригинал, поэтому стоит 58 тысяч рублей. Ничего, что в Duty Free, там, не знаю, в Эмиратах или там в другом, там, да, в любом другом Duty Free, в любой другой стране, эти же духи будут стоить около 30 тысяч рублей. По-моему, мы их купили, ну, короче, где-то в переводе там 28 тысяч рублей получилось на рубли. Я говорю, у нас пойдешь в Золотое Яблоко, и они все равно будут стоить дешевле. Так, в Домодедово. Да, в Домодедово, в Duty Free, в международный да. перелет. Дешевле в разы. Она скривила губы и сказала, ну и покупайте там. Я говорю, ну я там и точно и куплю. В общем, забавно. Есть Эль Патио. Ну, это тоже типа вот небольшого тревел-магазина. Колбасов. Магазин есть Зеленский. Да, магазин конфетки счастья. Кофе, машина, аппарат. Там кресло Ямагучи. И есть Муму впереди. И также туда пойдет проход в Д. Рука в терминал, ну, как бы терминал Д, гейт Д. Так, этажом ниже спустились. Ну-ка, да, вот здесь как раз кофемания. Вот. Там я вижу гриль, бар. Мы, да, поняли, что получается рука в С. Где? Ну да. Прямо. Вот. Раньше, то есть я теперь поняла, что С это получается. Раньше был, видимо, внутренние рейсы, и Д следующие, это были международные рейсы. Все-таки. Вот. Вот так вот мы для себя приняли. Хотя, если мы ошибаемся, кто знает более точно, напишите в комментариях ниже, насколько мы правы. Чего там ты увидела? Ну, бедные, хорошие такие. Были, жили, кушали медочек и ягодки, и тут теперь лежат. Вот этот медочек и яблоки? Конечно. Я не думаю, что... Так, у нас C5. Вон C5. Нам туда. Минус ценник, но примерно, мне кажется, он везде одинаковый. Но смысл в чем? Мы вот рассуждали, что проход в бизнес-зал здесь стоит, по-моему, 3 либо 3,5 тысячи рублей на человека. Если у вас платный. Нет, да, платно. Вот. Да даже если 2,5. На двоих это 5000 рублей. На 5000 рублей, в общем-то, вот здесь вот в округе можно гораздо вкуснее поесть, чем поесть в бизнес-зале. Потому что в бизнес-зале, так еда. Вообще еда вообще практически никакая. Вот. Они стали совсем плохими бизнес-залами. Да, ну, в общем-то, в салат, не знаю, там, даже если там взять салат, суп и напиток, да. Это получится, 2000 рублей. Да. Ну, окей, 2,5. Шампанского хлебнуть, вон маленькую бутылку. Да. Ну, в общем, крепкий алкоголь, ради примера. Вот он, допустим. Тут, виски. В общем-то, сами видите. Шампанское. Вот маленькое, да, Мартин 1,5, но все равно. Вино, вон, бутылка стоит 1200. Да.
Здравствуйте. На посадку. Сейчас начнется она. Все, пошли на посадку. Ура, ура. Тот самый момент, когда очень радуешься. Момент начала путешествия, заходим в самолет. Это самый клевый. Вот Да. он прям вот, когда идешь на посадку, это вот прям все. X, момент X, начало. Мы зашли. У нас в этот раз первый ряд. Выглядят места бизнес стандартного. Здесь 2 ряда. Широкие кресла, есть подставочка. Лежат, подушечка лежит. Набор. Здесь тапочки, насколько я помню. И пледик. Вот. Верхнюю одежду можно брать в гардероб. Сейчас все сядут, и нам будут предложены какие-нибудь напиточки. Здесь нам принесли приветственный напиток, вода и лесок. И можно попросить алкогольный напиток, в том числе Петьку. да, с лимончиком. Ну, либо шампанское, либо вина, в зависимости от того, что хочет ваша душа. Нет, ну здесь коньяк есть. Шампанское, вино. Шампанское, вино. По-моему, еще что-то. По-моему, водка есть. И что-то там еще. джин или, я не думаю. Ну, в общем, набор здесь неплохой. В этом плане, да. Теперь полет точно отличный. Все, мы двинулись в путь. Fit your own mask. И вот мы вновь отправляемся в путь и всех зовем присоединиться, увидеть мир, забыть про грусть и новыми мечтами скорее зарядиться. Рыжик с блондинкой снова вдвоем. Проще, чем кажется, наш путь вдохновляет. Не надо тревог, мы раз в жизни живем. Позитив и добро всегда исцеляет. Путешествие с нами — это легко. С нами мечта в сердце зажжется. Раздали меню, потому что мы сделали один спецпитание и одно решили взять меню а-ля карт. Значит, салат на выбор, либо маринованные прованские травы с овощами, либо боул с киноа. Также есть горячие блюда на выбор: филе дорадо, либо фрикасе из мяса кролика, либо грибной соте в томатном соусе с ризотто полпо. Это очень неплохое меню. Также предлагается карта напитков, как алкогольные позиции, даже коктейли делают, горячие напитки и прохладительные напитки. Сервировали нам столик, принесли влажную теплую салфеточку. Кайф. Наши напиточки, орешки, лимончик. Мамочка. Давай. И вкусняшки. Вот каждый раз, когда я покупаю билет бизнес-класса, конечно, внутри жабка поддавливает, честно скажу. Не знаю, у кого как, но лично меня всегда поддавливает, потому что там вроде лететь недолго, смысл, можно спокойно экономно пролететь. Причем мы в этом плане как бы люди спокойные, мы спокойно относимся к эконому и к бизнесу. То есть в экономе тоже спокойно летаем, я это имею в виду. А вот когда потом садишься в самолет, в бизнес, в удобное креслице, получаешь красивый, вкусный сервис, еду, напитки, но не жалеешь ни цента потраченных денег. Принесли, значит, это предзаказ, да? Здесь, честно, я не помню, по-моему, я рыбное заказывала. Здесь, значит, салат с креветками, очень вкусный, я бы уже пробовала. Когда мы летали, как-то заказывали очень вкусный салат, сливочное масло к салату, здесь оливковое масло со специями. А это уже то, что заказали по меню, это как раз боул с киноа. Кстати, к нему вот такой вот соус и в том числе тоже сливочное масло. Принесли горячее из рыбного меню. Это тоже креветки в соусе карри с рисом. Горячее блюдо из меню, которое общее, это фрикасе из кролика. Очень аппетитно выглядит. Кофе, двойная порция сливок и десертик. Горячий напиток с десертами в обычном меню. Это, кстати, безумно вкусный макарони. Небольшое резюме по поводу питания. Ну, скажем так, мы заказали одно меню уже спец. Это было рыбное. Его уже знаем, пробовали. Было
вкусно, в общем-то ничем не изменилось, такое же вкусное, хорошее питание. Креветки, все прям как Очень надо. вкусно, я попробовала. Да, вот. Попробовали первый раз взять меню уже сразу, как бы по меню, которое разносят. Вот. Не знаю по поводу там других позиций, но ты, получается, съела кролика, и тебе как он? Вообще, кролик изумительный. Кролик это такое, очень такое специфическое мясо, оно очень часто бывает жестким, чего я очень боялась, но я очень люблю кролика, и кролик прям очень вкусный. И кино мне понравилось. Кино, Очень да, там там соус офигенный, вот, десерт очень вкусный. Ну, макарони это да. стандартные десерты, которые идут в обычном меню. Они очень свежие, безумно вкусные. Это, конечно, тоже бомба. Коньячок у них здесь очень хороший. Вот самое интересное, я не могу сказать, что мы прям пьем крепкий алкоголь. Но именно когда у нас вот уже не первый раз у нас прием из бизнес-класса, каждый раз, когда мы сюда приходим, мы всегда заказываем один и тот же напиток, это коньяк. Каждый, почему-то здесь то ли он здесь как-то пьется очень легко, то ли он у них на самом деле очень хорошее качество. Ну, может быть, спецзаказ какой-то для S7. Возможно, но вот именно он здесь прям хороший. Мягкий, послевкусие И черносливы. совсем нет Да. хмельного ощущения в голове. Да. Абсолютно. Да. Мама и дочь, две верных подруги, снова в дороге, снова Также хотела сделать небольшую ремарку по поводу нашего телеграм-канала. Многие выпуски на Ютубе и Рутубе выходят с опозданием. С большим ключом. Потому что мы сейчас, получается, 30 апреля, и мы летим в Калининград, а на Ютубе и Рутубе выходят выпуски про Вьетнам, где мы отдыхали в конце апреля, в конце марта, начале апреля. Поэтому, если вы хотите одновременно смотреть, куда мы, вместе с нами путешествовать и посмотреть, куда мы летим, задать нам вопросы во время нашего путешествия, то это обязательно телеграм-канал. Подписывайтесь и следите, путешествуйте одновременно вместе с нами. Ну, конечно, полноценные фильмы, YouTube, Рутуб, это как обычно. В том числе мы всегда под каждым видео оставляем ссылки, где и как мы бронируем, поэтому спускайтесь в описание к этому выпуску, смотрите, какие отели, где мы как забронировали, потому что зачастую мы бронируем, по крайней мере, выискиваем на различных сервисах интересные предложения, в том числе по перелетам, по проживаниям, и всеми этими ссылочками, где и как мы забронировали, делимся именно в описании к каждому выпуску. И это будет очень выгодно, поверьте нам. Мы же сами так летаем. в путешествиях не пропадете, и хорошее настроение обязательно найдете. Путешествие с нами — это легко, с нами мечта в сердце зажжется, а печали, заботы уйдут далеко, и мир, как книга, развернется. Путешествие с нами — это легко, с нами мечта в сердце зажжется, а печаль и заботы уйдут далеко, и мир, как книга, развернется. Путешествие с нами — это легко, с нами мечта в сердце зажжется, а печаль и заботы уйдут далеко, и мир, как книга, развернется. Паркует нам штучку. Подъезжает. Мы выходим. Аэропорт Калининград имени императрицы Елизаветы Петровны. Чили быстренько наш чемоданчик. Называется, он выехал, и все, встало. Остальные чемоданы получать не надо. А зачем они? Знаешь, выехал. Да. Ну, вот такая у нас получилась
дорога, аэропорт Домодедово и перелет S7 бизнес-классом. Что можно по поводу еще перелета сказать? Раньше в тариф бизнес, по крайней мере, вот на Всегда. перелете, вот, Сколько мы раз летали? в том числе Калининград, Москва, Москва, Калининград, помимо всего прочего, еще раздавали такие листовочки, где можно было выбрать гигиенический набор. Бьюти-набор, да. Да, можно было либо полные комплекты выбрать, либо какие-то отдельные позиции. Там, гигиеническая помада, крем для Ну, рук, то, что тебе зубная необходимо. щетка, вот такие вот параметры. В этот раз такого не было, и мы поинтересовались, по какой причине, и нам объяснили, что теперь такие наборы выдают только на перелетах более 3 часов, от 3 часов. Ну, в общем, как-то это странно, потому что, в общем-то, бизнес это должно быть. Ну, в общем, сил в бизнес тебе уже должны это предоставить, по Ну, идее. скажем так, не то, что как бы мы без этого прожить не можем, но факт остается Маленькая ложка дегтя в бочке меда фактом. имеется. Вот, да. Но в целом перелет был 2,5 часа, примерно 2,50. По-моему, где-то или 2,3, 2,40, как-то так. В общем, Перелет был очень комфортный, очень хорошо. переносится он Вообще великолепно. быстро, комфортно, удобно, Удобно. вкусно. Очень вкусно. Нам очень нравится питание, честно скажем, не первый раз пробуем различные позиции, все позиции неплохие, на самом деле вкусно. В целом, если покупать билет заранее, я говорю, По мы вкусной покупали цене. еще осенью, поэтому у нас цена очень вкусная. Вот. Если покупать билеты заранее, получается перелет вообще вот самый-самый такой комфортный. Спускайтесь по ссылочке в описании. И там все ссылочки вы увидите, где и как мы все это покупаем. Мы же сами пытаемся выгодно все купить, вы понимаете? И поэтому всегда этим с вами делимся, потому что нам не жалко. Да. В общем, сейчас мы будем вызывать такси, поедем в наш отель. Живем мы в Зеленоградске. Новый отель, он недавно открылся. Со львами. Да. Но это будет уже все в новом выпуске, все наше путешествие, Зеленоградск, Янтарный, куда еще попадем, обзор отеля. Смотрите все дальше, а на этом с вами прощаемся. Как обычно, желаем крепчайшего здоровья. И хорошего настроения. Как вы знаете, хорошее настроение мы всегда создаем себе Это сами. легко. Пока-пока. С нами мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко, и мир как книга развернется.